Добро пожаловать на практическое занятие. Сегодня мы рассмотрим минимально необходимые для запуска и выполнения полета процедуры. Ми-24 оборудован двумя кабинами – летчика и летчика. На правом электропульте включите обе бортовые аккумуляторные батареи. Далее, откинув защитную крышку, установите выключатель. Для подачи питания через преобразователь включите ПО 750. Закройте дверь кабины, кликнув по ее ручке. Или, используя клавиши левый Ctrl, загерметизируйте кабину, открыв кран герметизации слева. Нажмите на вентиль, растопорим несущий винт. Опустите рычаг, расположенный справа. Снова повернитесь к левому борту и включите противопожарную систему, подняв выключатели. Откройте краны расходных баков, пожарные краны двигателей, разделительный кран. Включите топливные насосы. При полетах с заправленными подвесными топливными баками дополнительно включается выключатель подвесные баки. На следующем шаге мы приступим к запуску вспомогательной силовой установки ВСУ. Контроль запуска ВСУ. Приступаем к запуску ВСУ. Слева на щитке управления запуском. В процессе запуска проконтролируйте. Температура газов растет, но не поднимается выше 880 градусов. Напряжение бортовой сети не падает менее 18 вольт. За время не более 30 секунд гаснет табло «Автомат включен». После выхода АИ-9В на режим холостого хода загораются табло «Обороты АИ-9В нормальные», «Давление масла нормальное». Температура газов за турбиной не превышает 720 градусов. Мы готовы к запуску двигателей. Первым запускается двигатель с подветренной стороны. Сегодня нам дует в правый борт. Переведите рычаг стоп-крана запускаемого двигателя вниз, используя мышь или клавиши правый Ctrl плюс Page Up. Двигатель на режим малого газа выходит автоматически за время не более 60 секунд. В процессе запуска проконтролируйте. Загорание сигнальных табло «Автомат включен» и «Стартер работает». Непрерывность нарастания оборотов и начало вращения несущего винта. Давление масла в двигателе не ниже единицы, при оборотах турбокомпрессора 45%. Погасание сигнального табло «Стартер работает», при оборотах турбокомпрессора 60-65%. Время горения табло «Автомат включен» не более 33 секунд. В процессе запуска запрещается перемещать рычаги раздельного управления двигателями, рычаг общего шага, рукоятку коррекции и переключатель запуск двигателя в положение для запуска другого двигателя. После выхода левого двигателя на обороты малого газа повторяем процедуру для правого. Переключателем запуск двигателя выберите правый двигатель и нажмите «Переведите рычаг стоп-крана запускаемого двигателя вниз», используя мышь или клавиши правый Ctrl плюс Page Down. В процессе запуска проконтролируйте сигнальное табло, нарастание оборотов, увеличение температуры и давление масла. Время работы двигателей на малом газе не менее 1 минуты. Важно! В случае, если требуется длительный прогрев ВСУ или двигателей, то для предотвращения разряда аккумуляторных батарей необходимо на правом электропульте выключателем генератор АИ-9В ввести в работу генератор ВСУ. Перед запуском двигателей генератор ВСУ должен временно отключаться, так как одновременный отбор воздуха на запуск и работа генератора ВСУ запрещены по причине перегрева ВСУ. Перед вводом правой коррекции включите пылезащитное устройство. Перевод двигателей на повышенные режимы допускается при температуре масла в двигателе не менее 30 градусов и в главном редукторе не менее минус 15. Наведите курсор мыши на рукоятку рожь, зажмите правую кнопку и вращением колеса мыши вверх введите правую коррекцию. Или используйте клавишу Page Up.
достижении частоты вращения несущего винта, равной 95 плюс-минус 2%, на правом электропульте включите генераторы. При их включении должны погаснуть сигнальные табло. Левый генератор отключен, правый генератор. Выключите ПО 750А и сеть на аккумулятор. Включите основные трансформаторы 115 и 36 вольт. Включите выпрямительное устройство. Слева на щитке управления запуском ВСУ и двигателей остановите ВСУ нажатием кнопки «Останов АИ-9В». Включите курсовую систему установкой выключателя «Курсовая система» в положение. Включите гировертикали. Необходимо выполнить проверку работоспособности гировертикалей по пилотажно-командному прибору и указателю крена и тангажа. Через 1-2 минуты после включения гировертикалей нажмите на несколько секунд кнопки ориентирования на приборной доске. При этом должны погаснуть сигнальные табло «Отказ гировертикали 1» и «Отказ гировертикали 2». Красные флажки с лицевой части пилотажно-командного прибора и указателя крена и тангажа должны убраться, а силуэты самолетов должны показывать стояночные углы крена и тангажа вертолета. Установите выключатель «Подвижные упоры» в положение «Включено» и убедитесь в работоспособности системы подвижных упоров по погасанию красной кнопки табло и по установке подвижного индекса нулевого индикатора в положение, соответствующее плотности воздуха. На высотах, близких к уровню моря, средних и низких температурах наружного воздуха, стрелка нулевого индикатора перемещается вправо от крайнего левого положения. При малых значениях плотности стрелка может остаться в крайнем левом или близком к нему положении. Далее необходимо включить каналы автопилота. Если нужные нам кнопки загорожены рожь, то повторным нажатием клавиши Backspace верните отображение элементов кабины. На щитке слева поднимите все выключатели радиоэлектронного оборудования. Далее включите радиовысотомер, ДИС, мигалка, Сирена 3М и СРО. Через 3 минуты после включения курсовой системы необходимо выполнить ее согласование. Посмотрите ниже на пульт управления курсовой системы. Убедитесь, что трехпозиционный переключатель режимов работы. На щитке управления АРК-15 установите переключатель режимов в положение компас. Под левым локтем на пульте управления радиокомпаса АРК-У2 установите выключатель питания в положение «Включено». Под правым локтем на щитке системы кондиционирования включите подачу воздуха в кабины, установив трехпозиционный переключатель в положение